Здравствуйте, дорогие любимые мои подписчики, а также гости моего канала. Сегодня я для вас сделаю расклад на 4 королев. Любовь, финансы, да, что будет в этих сферах. Ну и в работе посмотрим. Давайте посмотрим состояние, как я вот обычно делаю при диагностику, для того, чтобы определить, что сейчас у вас, да, что вас заботит больше всего, какая сфера, возможно, в вашей жизни. И также вы можете выбирать либо по тому, как вот из преддиагностики вы прочувствуете, что это ваше, либо по стихиям, ну, как вам будет угодно, да. Давайте посмотрим, что нам карты расскажут сегодня. Ну, не забывайте ставить комментарии, ставить лайк или дизлайк, писать комментарии, делиться, ну, как хотите, да, если вам понравилось мое видео, хотите помочь развитию моего канала, вы можете сделать вот такие вот действия. Так, ну, давайте посмотрим, и выходит здесь королева огненной стихии, королева жезлов. Здесь карты показывают, что она хочет быть такой женщиной, у которой все есть. Но для того, чтобы ей достичь чего-то в этой жизни, чувствовать себя комфортно и хорошо, женщина, которая хочет и любви, и денег, да, больших, возможно. Здесь карты говорят, что ей нужно действовать. И вы вот находитесь в таком состоянии сейчас, вот по этим картам я вижу, которые говорят о том, что вы уже, может быть, начали какие-то действия, да, для того, чтобы добиться успехов каких-то в своей жизни, а возможно, только начинаете. Но в любом случае вы собираетесь действовать. Вот такой момент. Давайте посмотрим следующую королеву. Так, королева жезлов самая первая, видимо, была. Остальные все не в такой энергетике, да. Вот одна только королева готова действовать, а остальные что-то где-то спрятались, что-то не показывается. Сейчас найдем. И советую не в попыхах смотреть мои расклады, да, а расклады смотреть в спокойном состоянии, для того, чтобы ну, расслабиться, и тогда ваше подсознание обязательно намного больше вам даст подсказок для вас. Если вы будете смотреть в попыхах как-то, ну, расклады Таро, конечно, или там Ленорман, они так не работают. Надо их услышать. И вообще любые расклады на моем канале, они будут актуальны в тот момент, когда вы захотели их посмотреть. Имейте это в виду. Так, здесь королева мечей показывает, что что-то у нее в последнее время было не так и не эдак, да? Она себя чувствовала одиноко, что, может быть, она, ну, как бы мудрела, взрослела в этот период. И теперь она понимает, что где-то в прошлом она что-то сделала не так, возможно, или где-то в прошлом она что-то оставила. Ну, вот в такое состояние она анализирует. То же самое у водной королевы, королевы воды. Она долгое время находилась в каком-то состоянии одиночества, мудрости, взросления. И она ждет каких-то перемен в своей жизни. Да? Она ждет, что, может быть, будут какие-то изменения в казенных хлопотах где-то, да, здесь, или изменения, связанные с детьми, где она вот, ну, где есть определенные проблемы. Вот. Ну, такое вот состояние у королевы чаш. Беспокойное немножко. Ну, посмотрим мы дальше. На самом деле я больше люблю карты Ленорман, но вот Таро тоже мне нравится. Предсказывать будущее лучше, конечно, на Ленорман, это я так вижу.
А карты Таро, они больше для вашего внутреннего и более глубокого понимания себя. Вот мне вот это так видится. Если как бы вам, ну, если вы также думаете, пишите комментарий. Может, у вас есть какие-то предположения на эту тему. Если вы смотрите расклады на картах, значит, у нас с вами общие мысли какие-то, общие понятия. Может быть, вы где-то что-то даже лучше знаете, чем я, поэтому пишите, если что. Королева Пентаклей. Королева Пентаклей сейчас думает о своем статусе, думает, может быть, о казенном доме каком-то. И у нее, она думает, может быть, о деньгах. Вот ее беспокоят деньги. Ну, королеву Пентаклей и где-то беспокоит денежный вопрос, да, то есть она о деньгах думает. Давайте дальше посмотрим. И не будем отходить от темы расклада, постараемся коротко и понятно. Да? Итак, первый вопрос, который мы зададим королеве жезлов, вашему подсознанию, оно наверняка лучше уже знает, что вас ждет. Ну, а карты просто как инструмент, который подхватит эту энергетику и ответит нам правдиво на эти вопросы. Так что ждет королеву жезлов или королев огненной стихии в любви? Ну вот, да, и разрушение. Разрушение. Разрушение каких-то, вот понимаете, опять я говорю, что карта Таро это больше такого вот ну, как бы познания себя. И они говорят о том, что будут ваши ценности в любви разрушаться. У некоторых любовь может разрушаться из-за финансовых вопросов, то есть где-то нет возможности быть рядом с любимым человеком из-за финансов, а у некоторых вот меняется, они трансформируются в понимании того, что в любви ценное. И это вот будет у вас. И вы поймете, что любовь строится не только на там, каких-то отношениях, но и на близости людей духовно и морально, да, как говорится, когда и огонь, и воду, и медные трубы люди проходят вместе. Когда они, несмотря на все обстоятельства, даже если всего оба лишились, там, даже если всего там очень прошли много, да, каждый по отдельности или вместе, но они, тем не менее, остаются на одном уровне друг с другом, поддерживая морально и духовно друг друга. Вот такая переоценка ценностей к вам идет в любви, понимаете? У вас просто рушится и меняется представление о любви. Вот. Давайте посмотрим, что вас ждет в работе. Да, хорошая карта для работы. Очень даже неплохая карта. Здесь, конечно, вот карта говорит о том, что вы победитель. Вот в работе вас ждет успех какой-то. Но есть и те, кто, ну, как бы палки в колеса ставят. И тем не менее, эта карта хорошая. Конечно, это не старшего аркана карта, но вот в работе кто-то будет вам мешать. Кто-то будет хотеть вас уничтожить, может быть, или же просто, вот, понимаете, обхитрить, где-то вот что-то в этом роде. У вас есть все возможности для того, чтобы стать победителем. Но проблема в том, что есть и те, которые не хотят того, чтобы вы стали победителем. Но, по крайней мере, мы смотрим это на ближайшее время. И все-таки я здесь, наверное, возьму еще по одной карте попозже, да, для каждой сферы. Потому что, ну, карты непростые выходят, непростые. Что будет с финансами у королевы жезлов?
Ой, ну, с финансами должно быть все прекрасно. Но имейте в виду, это от всех, во-первых, вы обладаете очень большими знаниями, вы обладаете какими-то, может быть, магическими способностями, и карты говорят, что деньги вам будут идти от вашего рода, от того, чем вы занимаетесь. То есть, чем занимаетесь и чем имеется в виду, как проявляете свои способности, приходящие вам по роду. Если вы идете в этом направлении, вам однозначно будет светить солнце, вас однозначно ждет успех. Вот именно в этом направлении, то, что у вас связано с вашим родом или с родственниками, вот обязательно нужно задуматься над своими талантами, идти в этом направлении. Ну, давайте посмотрим, значит, итог, к чему вот ваша трансформация с любовью приведет. Давайте посмотрим. Ох, ну, какому-то магу. Это мужчина, который целитель, да, который может лечить души, психолог, там, я не знаю, врач какой-нибудь, специалист. Не обязательно. Этот человек может быть духовно высоко духовным именно по карте мага, да, то есть старший аркан, то есть человек уже много в жизни прошел. Смотрите, как интересно. Верховная жрица и маг, они вышли в этом раскладе, и это касается любви. И вот в этом как раз моменте я говорила о том, что трансформация, и вы будете искать или будете с тем человеком, да, который вам духовно подходит. Здесь, конечно же, маг и верховная жрица, как не разлей вода, да, то есть они очень друг другу подходят, и как бы я уже говорила как-то на своих раскладах, по изначальной трактовке создателя колоды классической, верховная жрица и маг – это основные сигнификаторы, да, то есть мужчина и женщина. Здесь вы вышли оба. Здесь обязательно вас ждет партнер, который будет вам подходить и духовно, и, возможно, тогда вы измените сами свою жизнь. Иногда можно встретить человека даже на нулевом уровне и с ним начинать создавать, строить, творить, и тогда в гармонии друг с другом многое начнет получаться и в других сферах жизни. Так, я не буду дальше уже это расписывать. Все, мне вот это пришло, я поэтому говорю. Итак, что в работе в итоге будет, несмотря на вот этих недоброжелателей, которые имеются, да? Здесь пока может быть в работе сбор урожая. У некоторых может быть отпуск какой-то, да, вот такого плана. В принципе, неплохая, очень даже карта, да, хорошая. Вы увидите какой-то свет сквозь своего вот этого, может быть, когда много времени на работе проводите, когда приходится, ну, что-то все время решать, и вы устали. Вот даже здесь карты говорят, будет какой-то в этом просвет. И вы сможете где-то, может быть, передышку сделать. Ну и что с финансами в итоге будет? Давайте посмотрим. Так, ну что ж, все-таки здесь карты показывают, что вы на коне, вы победитель. Вот все-таки работа и финансы показывают, что у вас появится энергия справиться со всеми проблемами вашей жизни. Да? Если у вас есть какие-то недоброжелатели, вы обязательно с ними справитесь. Если есть какие-то проблемы с финансами, вы обязательно с ними справитесь. На этой карте показана женщина, ну, мои расклады могут и мужчины смотреть, не обращайте внимания на этот момент. Может быть, здесь имеется в виду, что энергия женская больше используется, да, такая вот, которая, ну, где-то
Ну, немножко по-другому она себя ведет, нежели мужская, но здесь именно вот эта энергия созидания, Творца, может быть, она победит всех других, да, которые вот создали такое пепелище. То есть вы остаетесь победителем и начнете, может быть, творить что-то, созидать что-то. Здесь карты вас видят победителем. В работе, в финансах все будет неплохо. В любви тоже в итоге будет все неплохо, но, видимо, нужно пройти период трансформации. Давайте дальше посмотрим. Тут на королеве жезлов очень много задержалось. Так, следующая королева – это королева мечей. Что ждет королеву мечей в любви? Ну, вообще, как бы достойная награда ждет, да, в любви. Но здесь больше почему-то связано с материальными моментами. Может быть, у вас есть двое мужчин, один может быть рядом, другой где-то, где вы, о котором мечтаете. Вот, хотели бы вы идти к любви, но есть финансовые вопросы, которые, возможно, не решаются пока вот есть проблема. Давайте дальше посмотрим, что в работе, что у вас в работе будет. Замечательно выходит, в принципе. Карты говорят, что в работе будут перемены. Здесь связанные могут быть с каким-то королем мечей. Тоже, кстати, в вашей стихии. Но здесь карта победителя идет. То есть где-то вы в чем-то выиграете, если будете использовать свою, возможно, мужскую энергетику. Вам нужно будет подумать о переменах, использовать даже не мужскую энергетику, а мужской склад ума. Вам нужно будет разумно что-то подумать о переменах в финансовых делах. Да, вот разумно, логически, без участия эмоций нужно прийти к какому-то решению, что-то решить. Карты все позитивные, они показывают на неплохую энергетику и перемены, где вы можете стать победителем. Вот такой вот момент. Что будет с финансами? Так, ну здесь есть проблемы с финансами. Хоть и в работе. Так, вот еще одна карта хотела выйти, я ее посмотрю. Здесь вот еще и любовь выходит. Довольствуйтесь тем, что есть, да? Ну, вы много, может быть, фантазировали раньше, что-то у вас в итоге не получилось, но мы, видите, смотрим по финансам, а выходят совершенно другие карты. Совершенно другие карты, и эти карты касаются любви. Я много раз на своем канале говорила о том, что деньги и любовь – это один канал. Если в одном канале не так все гладко, то и в другом будет не так все гладко. И здесь как раз мне намекают на то, что где-то у вас с любовью что-то не так. Вы чувствуете себя вот ограниченными, да, вы чувствуете себя бессильны что-либо сделать именно в плане любви. И здесь карты показывают, вы перестали мечтать, вы довольствуетесь, как я уже сказала, тем, что есть, и из-за этого, хотя, может быть, есть любовь какая-то, да, я говорила, здесь на двух намек есть, и из-за этого, вот, к сожалению, ни одной пентаклевой масти в этом, вот именно в этой сфере жизни у вас не выходит. Вам нужно разобраться в любовной сфере прежде всего. Так видят карты. Давайте посмотрим итог. Проблемы, да, вот проблемы с финансами здесь. Итак,
К чему придет ваша любовная сфера? Так, здесь помощь какая-то будет вам оказана. Может быть, вот если в другом ракурсе смотреть, может быть, кто-то не может распределить ресурсы, да, между одним и другим, не может сделать выбор, в какую сторону ему пойти, где ему будет оказана помощь, где не будет оказана помощь. Вот, то есть здесь человек мечется, он не может сделать выбор, он боится чего-то изменить в своей жизни. Следующий дом — это что придет по работе. Ну, пока будет умеренность, то есть здесь придет пока... Это неплохая карта, это карта старшего аркана. Она говорит о том, что будете проявлять умеренность, все у вас в итоге будет неплохо. То есть ваше терпение, как говорят, терпение и труд все перетрут. Вот это сейчас к этому. Так, давайте посмотрим в итоге, что с финансами будет. Все будет хорошо с финансами в итоге. Смотрите, у вас появится просвет, у вас будет какая-то радость, может быть, денежка обязательно будет в итоге. Несмотря на то, что карты сейчас здесь не показали ни единственной возможности, но я вам могу сказать, что это они не просто так показывают, а на то, чтобы вы обратили какое-то внимание на ту или иную сферу жизни, да, и к чему это может привести, что переосмыслить. Вот таким вот образом давайте следующую королеву возьмем. И следующая королева у нас чаш выходит. Итак, что будет в любви у королевы чаш? Мы на ближайшее время. Так, разбитое сердце. Да, разбитое сердце, конечно, но смотрите, вы победите это состояние свое разбитого сердца, а ваше сердце очистится. Очистится для чего-то нового. Мы вот потом вот возьмем еще одну карту, и нам покажут они, к чему это все приведет. Смотрите, ваша сила духа поможет вам справиться с потерями, которые, возможно, были в вашей жизни или сейчас. Потерями, касающиеся любовных отношений, касающиеся обвинений. Кто-то кого-то обвиняет. Да? То ли вы своего мужчину, то ли мужчина вас в чем-то обвиняет, и вы это чувствуете ментально. Здесь карты показывают то, что вот вам нужно пройти этот процесс очищения, и ничего с этим не сделаешь. Но вы очень мудрый, очень такой духовно, может быть, высокодуховный человек, который справится. Видите, здесь женщина, она имеет силу чистоты, силу света. Она может усмирить любого, да, она может усмирить льва, она может справиться с вот этими обстоятельствами, которые в вашей жизни в любви были или сейчас до сих пор. Так, что у вас в работе будет? Это хорошая очень карта, но пока особых перемен не будет. Так скажем, вы мечтаете о деньгах, о каком-то, может быть, выгодном предложении, о чем-то, ну, как бы о каком-то поворотном моменте в своей работе, но карты показывают, пока вы ничего не делаете и не предпринимаете в этом плане, поэтому нет движения в работе, да, нет движения никакого в этой, ну, нет энергетики особо, хотя возможность зарабатывать большие деньги у вас есть. Давайте посмотрим, что будет с финансами. Здесь, кстати, может быть новый заработок еще. Удивительно, ну, здесь и такие прям вот точно такие же, по-моему, карты выходили у кого-то другого, или мне кажется, ну это не важно, ладно, другой королевы, может быть.
Так, здесь карты говорят о переменах, связанных с деньгами. Это точно есть. Мало-помалу вы будете потихоньку идти к переменам с финансами связанные, к тому, чтобы стать на коне. Вы обязательно будете на коне. Здесь карты явно показывают о переменах, связанных с вашими финансовыми делами. Возможно, это будут новости какие-то, ну, такие небольшие, приятного характера. А возможно, потихоньку, малыми шажочками вы начнете как-то зарабатывать больше денег. Давайте посмотрим итог по каждой сфере. Итак, к чему придете вы в любви? Пока, возможно, будет у кого-то одиночество, или вы будете все равно себя ощущать связанным ментально с каким-то человеком вот из вашей жизни, да, который вот пока это еще остается, оно никуда не девается. Вы можете с этим где-то совладать, но это вас пока в ближайшее время не отпустит. Следующее это что в работе. Что в работе? Посмотрим, к чему вы в работе в итоге придете. Хорошая карта – это чувство равновесия, чувство справедливости, заслуженное вознаграждение тоже, да, где вы будете, может быть, между двух работ каким-то образом балансировать, тоже может быть. Но эта карта, она справедливости, она говорит о том, что вы добьетесь всего, чего хотите, продолжая в том же духе, в том духе, в котором вы уже начали. И я хочу посмотреть в итоге, что с финансами здесь. Здесь карты выбора из двух, опять-таки, направлений. Да? Здесь вам мешают какие-то, может быть, ограничения в вашей жизни, которые все-таки где-то палки в колеса ставят. Или ставили, потому что, может быть, да, вот как вот я здесь вижу, вы не могли принять какое-то решение по финансам, либо это касающееся двух направлений вашей деятельности, и вы не знали, в каком вам идти. И здесь карты показываются, что этот период заканчивается, и свыше протрубит труба для того, чтобы вам показать, в каком направлении вам идти, и вам поможет архангел, да, по этой карте выбрать правильное направление вот таким вот образом. Здесь есть кармические увязки у вас по финансам. Я еще одну карту возьму, как бы вам как совет тогда. Карта неплохая, она говорит, что у вас обязательно все получится. Обязательно все получится. Вы сможете решить ваши вопросы и касающиеся отношений в обществе, отношения, связанные с людьми, с финансовой сферой. Обязательно у вас все получится. Ну, прям идите просто в направлении, которое вам по душе, которое вам больше нравится. Здесь опять идут вот эти вот выборы. То есть здесь, может быть, кто-то из вас захочет отправиться в новые горизонты, вообще с переездами даже связано. Может быть, кто-то думает о заработке в других странах. Вот здесь пока в итоге вы придете, может быть, к расширению своего бизнеса, да, если у вас, как вот здесь вот хорошие карты, пойдут дела, и вы в итоге, вам архангел поможет, и вы в итоге пойдете на расширение своего бизнеса. Либо опять будете сомневаться и стоять перед выбором, идти в ту сторону или в другую. Но это на ближайшее будущее, поэтому посмотрим дальше, как будет все меняться. И вы сами обязательно прикладываете какие-то действия для того, чтобы изменить свою жизнь. Карты показывают направление будущего из того, что есть сейчас. Вы меняете свою жизнь, меняется и то, что покажут карты. Но, конечно, есть определенная энергетика, которая характерна, возможно, индивидуально вам, поэтому вашим каким-то кармическим привязкам. И поэтому, да, основные моменты, конечно, они
для вас конкретно остаются. Но могут, вы сами, не все это могут, но вы сами можете где-то изменить свою судьбу. Вот. Давайте посмотрим, что королеву Пентаклей ждет в любви в ближайшее время. Так, какая карта? Проблемы могут быть в любви. Я могу сразу сказать, что здесь такие проблематичные карты выходят, кармические. Вот говорила о карме, и здесь есть проработка кармического долга у королевы Пентаклей в любви. Что она будет думать о том, что нужно все оставить и идти в новый путь, несмотря на какие-то проблемы, несмотря ни на какие препятствия, все бросить то, что было, и идти в новый путь. Здесь такой вот момент. Что будет в работе у королевы Пентаклей? Ну, в принципе, неплохо. Здесь есть проблема одиночества в любви. Очень долгое время, возможно, вы чувствовали себя одиноко, но теперь вы понимаете, что вам нужно идти куда? К какому-то партнерству. Да, здесь, может, вы думали о рыцаре жезлов, который где-то вам по работе мог помогать или каким-то образом связан с вашей работой. Может быть, долгое время, наоборот, не было каких-то перемен по работе вашей. Но вы сейчас понимаете, что нужно обернуться назад и увидеть именно там, где вам нравилось, с кем у вас было партнерство, основанное на взаимопонимании. И вы сейчас видите тот путь, ну и карты туда показывают, что именно туда вам нужно идти, где было у вас партнерство и взаимопонимание. С теми людьми, возможно, нужно наладить отношения. А вот я вам так скажу. Давайте посмотрим, что с финансами. Что с финансами будет у королевы Пентаклей? Перемены здесь могут быть, да. В принципе, карты говорят о творческой энергетике. Опять-таки, Пентакли здесь не вышло, как вот у одной из королев, но перемены в любви здесь явно есть, присутствуют. И это будут быстрые перемены, связанные, может быть, с детьми, с семьей. И эти перемены к чему приведут, мы как раз посмотрим по дополнительной карте. Итак, к чему приведут перемены в любви? Да? К тому, что вот сейчас я вам сказала. Могут у некоторых привести к семье, у некоторых могут привести к казенному дому, к каким-то отношениям серьезным. Да? То есть если вы что-то оставите здесь и пойдете в новый путь, вы видите, куда можете прийти, к каким-то серьезным отношениям, к энергии. Вы обязательно где-то найдете эту энергию. Энергия страсти тоже по этой карте. Она находится где-то вдали от вас, да, вот так скажем. Следующее, что в работе, посмотрим, к чему вот эти вот советы в работе приведут, если вы им последуете. Пока не к чему-то глобальному, но, по крайней мере, финансы у вас будут. Пусть и небольшие, но вы за них будете держаться. У вас будут 4 пентакля больших, да, по этой карте. То есть вы будете владеть чем-то, может быть, не таким большим, но что-то, к чему-то это приведет. У вас, может быть, будет собственное дело, и вы будете этим довольствоваться, вы будете за него держаться. Это как один из вариантов.
Что с финансами? К чему, то есть вот эта вот сфера к чему приведет? Давайте посмотрим. Ах, вот как, да? Ну что ж. Сейчас, возможно, больших денег у вас не будет, потому что вы проходите период трансформации. Это карта старшего аркана, тем более она пришла именно в карту итога. В картах Таро то, что старшие арканы, это к тому, к чему вы должны прийти или что вы проходили, важное в вашей жизни. Все остальные мелкие карты показывают лишь на то, через что вы прошли или что вам нужно сделать, чтобы прийти к новому уровню. Да, вот если кто не знает, вот я вам советую это понять. И здесь то, что вот перемены, связанные с любовью или с детьми, да, в семье также вот здесь показаны, они говорят о том, что эти перемены приведут к тому, что что-то может закончиться в вашей жизни. Может быть, закончится любовь, да? Не обязательно. Да, это финансовая сфера, но сфера денег и финансов – это один канал. Если есть проблемы в любви, то будут проблемы и с финансами. Здесь карты показывают на то, что вы, может быть, просто что-то закончите. У вас быстро резкие перемены приведут к тому, что что-то закончится. Да? Это так и надо, потому что это карта трансформации. То есть что-то заканчивается, начинается новое. И следующий этап, на который вы выйдете, именно будет связан с финансами. То есть здесь у вас идут переосмысление, переоценка финансов также. Поэтому и мы здесь видим кармические уроки, которые вы проходили по любви, и в финансах то же самое, да? Карта смерти. Вот вы проходили аркан суда и аркан смерти, как здесь видно. Поэтому все, что у вас сейчас в жизни происходит, это очень значимо, и вы должны обязательно взять из этого какие-то, ну, как говорится, уроки, да, уроки. Вы должны понять, что в вашей жизни вот эти события происходили значимые, и вам нужно что-то закончить в своей жизни и идти к чему-то другому. Но сейчас мы расклад не будем дальше продолжать. У вас очень, да, просто можно было его продолжить, посмотреть, к чему вы придете. Но я сейчас поставлю на этом точку для того, чтобы каждый из вас подумал о своей жизни, задумался. Ну и на других раскладах мы посмотрим, возможно, более подробно. Вот темы, которые вас интересуют. Вот таким вот образом ставьте лайки, приходите на мой канал еще, подписывайтесь, пишите комментарии. Всего вам доброго, до новых встреч, до свидания.